Привет, уважаемые зрители! Я сегодня хочу с вами поговорить про экономику, потому что есть кое-какие новости и есть кое-какие моменты, которые я хотел бы с вами обсудить. Значит, самое первое, но вы наверняка это уже все прочитали. Я так понимаю, Национальный банк Украины решил полностью выжать сторонние финансовые учреждения по обмену валют. То есть, проще говоря, все пункты обмена валют теперь будут только при банках, то есть примерно как в Беларуси. Потому что уже лишены лицензии несколько крупнейших фирм по обмену валют. И выпустили новые правила, даже не хочу их вам зачитывать, там полнейший бред. По сути, теперь при большом желании Нацбанк может у любой такой организации финансовой забрать лицензию и прикрыть их просто-напросто работу. Никаких прав у них теперь не осталось. Короче, государство добралось сюда полностью, и государственный сектор в экономической жизни страны нарастает. Главный экономический диверсант України Данил Гетманцев. А написати законопроект про 50 мільярдів просто виділити армії не треба багато розуму. Це піар, політичний піар тоді, коли країна потребує відповідальних рішень. Прошу не підтримувати. Дякую. Он выступил и сказал, что в Украине будет создаваться госагентство для выполнения плана восстановления. Вот такая структура новая. Значит, я вам хочу более подробно о ней рассказать. Это будет исполнительный орган в структуре органов, который имеет сквозную функцию восстановления страны, цитирует издание Гетманцева. По его словам, Надсовет по восстановлению не может давать поручения органам власти по исполнению плана восстановления, поэтому предложили создать агентство, которое будет исполнительным органом, добавил Гетманцев. Он отметил, что агентство в частности будет координировать работу министерств, поддерживать контакт с иностранными партнерами, предлагать изменения плана. Дальше читать не буду, другими словами, это агентство будет заведовать всеми бабками. У Гетманцева уже есть новая позиция, называется она правильно секретарь Национального совета по восстановлению. Вот так вот, кроме того, что он возглавляет финансовый комитет Верховной Рады, он теперь и такую должность занимает. О чем я хочу вам сказать. Значит, Гетманцев это стопроцентный диверсант, это я уже утверждаю. Но знаете, что мне обидно? Вот на днях объявили, если помните, был такой голос телеканала Интер, Юрий Кот, кажется, зовут, якобы журналист такой, который потом в 2014 году уехал в Россию, грязью поливает до сих пор нашу с вами страну, сидит там на всех шоу Скобеева и, короче говоря, выполняет свою миссию, если это можно так сказать, назвать. Значит, и ему сейчас как бы госизмену решили припаять, постановить. Так же, как и по Киеве. Кому это надо спустя 10 лет или 8 лет? Так вот, я вас уверяю, так же будет и в случае с Гетманцевым. Сейчас все хавают, все нормально. Эти, блядь, с позволения сказать, журналисты с Гетманцевым общаются, задают ему вопросы. А есть вообще хоть кто-то у нас среди так называемых журналистов, кто хоть немножко соображает головой, он не додумался спросить, а как вы прокомментируете то, что вы 8 лет были помощником агента ФСБ общепризнанного? Да, того Владимира Сивковича, о котором я уже 85 раз рассказывал, который был главой по комиссии по изучению отравления Ющенко в Верховной Раде. И тогда все на это смотрели, спецслужбы наши, которые на тот момент и возглавлялись тоже такой же агентурой, которая поуезжала в Москву. Вот Гетманцев 8 лет работал помощником у этого Сивковича. Дорогие друзья, помощник это тот, кто, простите меня за детали, презервативы ходит покупать для своего шефа. Понимаете? И он за 8 лет ничего не заподозрил. Я уже с вами это обсуждал, но я не устану это обсуждать. Потому что пройдет 5-8 лет и будут этому Гетманцеву вручать заочные повестки, про госизмену дела делать и так далее. Вот он сейчас как на блюдечке разрушает нашу страну экономически. Никому нет дела. Ладно, службы молчат, хотя что ладно. Журналисты даже не спросят, а вот вы с Сивковичем, вы вообще что-то подозревали. Никого ничего не интересует. Как будто этого и не было. А для чего такие нужны журналисты? Это для этого разве их функция? Задать ему два удобных вопроса, создать ему теплую ванну, чтобы он там свои дела делал. Кстати, вот он еще перли начал видавати. Гетманцев анонсував кадрові зміни в Кабміні. Нас задовольняє прем'єр-міністр, але відставки в уряді будут. И здесь он наехал на Свириденко, Юлия Свириденко, которая выступила, там на «Экономической правде» публиковалась статья, 10 экономических пунктов, которые она предлагает, там и про приватизацию, про дерегуляцию. В общем-то, пусть в таком лайт-режиме, но хотя бы правильное направление мыслей. И что вы думаете, Гетманцев сказал, что он вообще, что она называла это Юлия Свириденко 90% вещей, с которыми тяжело не согласиться, что нужна и приватизация, и дерегуляция. И вообще Гетманцев, блядь, оказывается, занимается дерегуляцией с 2019 года, по его словам. Вы представляете уровень этого цинизма?
Мало того, что он нас всех оскорбил гусями пару месяцев назад, так он сейчас просто откровенно уже издевательствами занимается. Но еще раз вам напомню, потому что сейчас опять кто меня неправильно поймет, я не говорю, что Гетманцева убрать и придет Петренко, он будет лучше. Такой же точно, как Гетманцев придет. Но у меня личное, я думаю, от имени десятков тысяч украинских предпринимателей к этому персонажу. Ну как не задать вопрос про связь с Сивковичем? Как вообще его не допросить по этому поводу? Вот, поймали этого Кулинича, который от Сивковича получал указания. Где гарантия, что сейчас Гетманцев по каким-то там средствам связи специальным не получает такие же указания от своего бывшего шефа Сивковича в плане экономики Украины? Как можно в стране, в такой маленькой экономике, 150-200 миллиардов долларов ВВП, вообще повышать налоги и о чем-то таком думать? И тут мы подошли к главной теме, ну не главной теме, а к важной теме. То, что Шмыгаль с Марченко придумали новый 10% налог на импорт. Это ляжет на плечи всех абсолютно конечных потребителей, то есть ко всем гражданам Украины, на всех граждан Украины. И, как правило, когда такие вводятся вещи, то подорожание идет даже больше, чем на 10%, потому что там возникает какое-то администрирование, какие-то нюансы, где-то дороже решать вопрос, то есть только удорожание. Люди нищают, люди говорят, работы нету, хотя например, Данилова, секретаря СНБО, работа оказалась есть, Украина забита работой, как оказалось. У него вообще все замечательно. А какой журналист задал Данилову вопрос про его сыновей? Я третий раз спрашиваю. Где они и когда они выехали? Пусть Госпогранслужба покажет. Никто ничего не сказал. Гетманцева про агента ФСБ Сивковича никто ничего не сказал. Я вам хочу сказать, значит, что сейчас происходит. Наверняка журналисты, если это мой спич услышат, скажут, так военная цензура. Уже с этой военной цензурой надо хотя бы почитать, о чем это значит. Военная цензура прежде всего подразумевает, по крайней мере, как это было в Америке, про войну не говорить, про какие-то военные тайны не сдавать. Например, то, чем занимался Арестович, наверное, первые месяца 4. Просто в открытом эфире лепил все, что попало, все планы, все, что надо, там рассказывал и не надо. Сейчас-то он уже по скроме себя ведет. Вот это военная цензура. А вот это не военная цензура. Поэтому спросить, если в этой стране хоть намек на журналиста у кого-то есть, в понятии о самом себе, это надо обязательно сделать. Кстати, этого Гетманцева активно на своем сайте-помойки обозреватель поддерживает Михаил Бродский. Этот же Михаил Бродский является ближайшим другом Данилова, господина Данилова. Свинина от Бродского. Бродский. Настоящая свинья на столе у тебя. Значит, этого Михаила Бродского позавчера были проведены обыски. СБУ провела обыски по делу о добыче песка, уклонение от уплаты налогов за 2017-2019 год. Не хочу давать вам никакие скрины, не хочу вам подробностей забивать голову, я вам скажу о главном. Значит, все инициативы Гетманцева по борьбе с ФОПами, по установке кассовых аппаратов, по повышению налогов, по максимальному контролю, по повышению налога на зарплату, все поддерживается этой помойкой обозревателя. Находили каких-то городских сумасшедших псевдоэкспертов, которые рассказывали, что все это вообще правильно. И налоги должны платить все, утверждал Бродский, только тогда у нас будет большая страна. И тут к нему приходит СБУ по делу о неуплате налогов. Вот цинизм этой ситуации. Кто такой Бродский, вы можете с легкостью найти в интернете, там все кишит о нем этой информацией. И все знают, на чем он заработал деньги, с кем у него связи, как он поднялся. Так вот, этот же Бродский сейчас возглавляет Федерацию баскетбола Украины, именно на этой почве он мой многолетний оппонент. И сейчас же были уже вопросы по финансовой отчетности по Федерации баскетбола Украины. Он не показывает никому там финансы. Вы можете представить? Человек, который всех учит жить в финансовом плане, не показывает нигде, где он там дело о неуплате налогов в СБУ, а тут он просто-напросто морозится. И уже на Александра Волкова перекинул все обязательства по федерации. Я уверен, что он вообще не в Украине. Я уверен, что его дети не в Украине. Что-то мне об этом подсказывает. Поэтому надо всем этим заниматься. Потому что не зря он поддерживает Гетманцева. Я вам уже рассказывал, что на заборе прочитал, что Гетманцева некоторые корпорации просто-напросто коррумпировали. И он лоббирует их интересы таким образом. Это все идет не на пользу экономики в Украине. Как знать, может быть, Бродский один из тех, поэтому на своей помойке кого-то поддержит. И я вам хочу сказать, что обозреватель это такой сайт, который кого-то может поддержать только если это нужно лично Бродскому или если им хорошо заплатили. Или же заниматься просто вымогательством,
поставить материал, а потом позвонить и сказать, что снять его будет стоить там 10, 20, 30, 50 тысяч долларов, в зависимости от резонанса и фигуры. И, кстати говоря, это уже после начала войны вторые серьезные претензии к Бродскому. К нему уже была претензия, Forbes публиковал материал. Значит, в Эпицентре, помните, был скандал, что торгуют гуманитарной помощью. Знаете, чья фирма через Эпицентр продавала эти товары? Принадлежащая семье Бродских. И Бродский отказался это комментировать. Гуманитаркой торговал. Это настолько некошерно и настолько, ну, для меня это уже, наверное, пенсионера на улице ограбить, это только может более низкий поступок, или собирать на армию бабки и их украсть. Вот что-то вот таким пахнет. И этот чудак учит всех жизни. Знаете, какая у подобных людей философия? Значит, у них философия такая: я поднялся, и я хочу быть в лидерах в этой стране, свой сайт финансировать, хренью этой заниматься, а все остальные должны быть нищими. Ни в коем случае нельзя, чтобы никто поднялся до моего уровня, финансового, там, по возможностям. Потому что тогда я уже как бы не буду таким крутым перцем, каким я себя представляю. Он поднялся, а другим не надо. Совсем противоположная ситуация, например, в Америке, где каждый может подняться фактически с нуля. Что я всем этим хочу вам сказать? Я хочу повторить вам мысль. Когда какие-то твари в нашей стране работают на разрушение, их как будто бы никто не замечает. Мало того, они еще вместо того, чтобы зарыться далеко в угол, чтобы даже видно не было, они еще продолжают вещать. Учить всех жизни и так далее, и так далее. Потом проходят годы, госизмена, надо допрос, заочный арест. А кому это уже все опосля надо? А вы знаете, что поймали в Николаеве тварь эту, наводчика, и отпустили под залог? А в Черкасах поймали депутата городского совета, который держал снять помощника депутата ОПЗЖ, немчанина, или как, в очках такой, ну вы понимаете, ОПЗЖ, да? Он собирался быть, планировал быть, конкретно контактировал с страной врагом, о том, что он будет гауляйтером Черкас, когда они планировали прийти, центральную Украину захватить, и в Черкасах он был бы гауляйтером. Его взяли за жопу, и его отпустили под залог. Что происходит? Кто мне объяснит, что происходит? Для чего нам потом через 5-10 лет, дай бог, чтобы мы вообще независимость сохранили, какие-то потом заочные моменты? Все уже есть, все очевидно, нужно просто чуть-чуть глубже копнуть, и чтобы это было действительно кому-то надо, независимое расследование провести. Сколько эти чиновники и приближенные к ним будут над нами всеми издеваться? Я не понимаю этого, меня это возмущает просто до глубины души. Я не могу понять, как в этой стране, и люди, вы знаете что? А где бизнес весь? Да, мои все друзья бизнесмены возмущаются, но только они, наверное, ничего активно не предпринимают, потому что я вам честно скажу, 90% из них уже все за границей. Кто в Германии, кто в Америке, кто в Монако. Им уже Украина не надо. Я их прекрасно понимаю. Потому что мы все планировали бизнесы, какую-то норму прибыли, что-то делали по курсу условному там 28, ну 30 в худшем случае. А теперь курс 42. И, конечно же, он будет 50. И мало того, чиновники позволяют себе, для них никакая военная цензура, ни преграда, не проблема. У Данилова есть работа, вы прячетесь под юбками. А то, что мужчины уже скулят, воют, что дайте работу или дайте выехать, никого не волнует. Бродский рассказывает, что налоги надо повысить с Гетманцевым. Гетманцев вообще уже открытым издевательством занимается. Эти выпускают под залог предателей Родины самых настоящих. Я не понимаю, вот честно, искренне не понимаю, что происходит, но догадываюсь. Как всегда, жду ваше мнение в комментариях и завтра на стриме обсудим. Пока.